You're a different kind of beautiful. Run my hand through your hair in the morning, it's unusual. The way your skin glows on the pillow, I can't get enough of you. Every day's a honeymoon, let me show you. I'll pull you closer, I just wanna stay in love with you. I don't wanna fall for someone new, 'cause baby you're my sunshine, my treasure, just keeps getting better. Baby you're so irresistible, dancing in the kitchen, crying in my arms, fighting in the car, making up and kissing. I love every shade of you, every moment feels brand new. Let me hold you, want you all over. Максим, ну давай еще по разу. Так, добрый день. Ну, впереди вы видели, как у нас прошли веселые старты. Была громкая музыка. Выиграла ли наша команда? Нет. С хорошим ли настроем мы приехали? Мы с веселым настроем приехали? Да. Снежана говорит, да. Ой. С хорошим настроем очень приехали, потому что нас ждал дома торты. Почему мы проиграли? Ну, так, если честно взвесить, команды должны были быть с 10 лет, а у нас... Валера говорит, не хватало. А у нас в команде были малыши. Костя, Снежанка, Анюта. Да не в этом дело. Как я детям сказала, говорю, вы играли честнее всех. Допустим, на лопатке надо было пронести мячик на этой теннисной. И дети с другой команды, солнышко, брали просто и бежали. А наши, я уже говорю, да берите в руки, бегите. Да не в этом дело. Дело в том, что мы приехали, наелись торт. У нас было 2 торта, да? Да. У нас был красный бархат и птичье молоко. И сегодня вечером мы тоже ждем гостей. Хотим немного пообщаться. Приедет семейная пара с ребеночком в гости к нам, наши друзья. Максим там отыгрывает, у него не получается что-то середка, волнуется. Да, у нас еще на кухне не подключены полы горячие. Да здесь так жарко, у меня окна не закрываются. Но папа сегодня решил заниматься. У него идут камни с почек, боли, напился таблеток и занимается. Ну а мы готовимся к гостям. Утром я сегодня спекла детям вкусненький, да, вы съели 2 больших пирога зебра. Да, ты еще не кушала? Ну, ты не кушала, все уже, папа говорит, я 5 съел. А я уже кушаю. Ты кушаешь, молодец, все покушали. Ну это так, как печеньки, как пироги просто. А сейчас именно будем заниматься тортами, да? Да. И на 2 круглых я хочу 2 сделать. Даже из каких соображений 2 птички. Полностью сегодня покажем, как мы их будем делать. Да. Вся малыши обычно, как обычно, возле меня. Я помогаю. Потому что у нас большая шоколадка, она 200 грамм. 200. По рецепту надо 180, но очень толстый слой шоколада. Птичка съедается обычно первая. Красный бархат дети ели, по-моему, 3 дня. Птичка съедается первая, но вот этот шоколад некоторые дети снимают, а некоторые целенаправленно съедают этот шоколад, и он получается вот прям толстый, со сливками. Я хочу сегодня эту плитку шоколада разделить на 2 торта. Все равно там идут сливки, там идут сахар, сливки, доча, сливки такие, как молочные, и шоколад. Поэтому из этих, и смотрю, буду, думаю, делать 2 торта птички. Я уже отделила, все отделяю по 2, буду делать в 2 разных порциях. Духовочка моя уже включена, она сегодня трудится с утра, потому что я только закончила недавно печь зебру. Ну а сейчас пекем торты. Я еще посмотрю, ну, хочу еще все-таки, чтобы 3 торта, 2 птички и посередке какой-то другой торт стоял. Сегодня, вот и сейчас буду делать в разных, чтобы все было у каждой своя
порция, да. И буду взбивать. Пока малыши ждут, чем помогать. Пока помощи такой нету в этом торте. Сейчас я вам расскажу, что делать. Они прям уже... знаете, что можете сделать? Обычно я когда... Что, сына? Ты же знаешь, я их не ем. Ой, иногда в охотку люблю конфеты. Ну, а тут не хочу сейчас. Что делать? Вот я приготовила 2 кастрюльки. В этих кастрюльках у меня по полстакана теплой водички комнатной температуры. Для того, чтобы всыпать туда желатин. Обычно я спеку торты, ставлю печь в коржи и засыпаю. Но раз девочки хотят помогать, сейчас я вот это вам открою. Вот сахар. Сюда подойди с этой стороны. И вот сахар. Тебе надо 1 сахар высыпать сюда, а 1 сахар высыпать. А девочки, это Анюте. Подожди, я пока рассказываю, пока не делаю. Тебе надо с 2 этих пачечек высыпать вот в эту кастрюльку. А снижание, да, сюда, сынок. Я еще смотрю, это перепутаю. Все. Можешь ложечку взять и выложить туда, да. Та занята. И с этой пачечки, вот этих 2 пачечек ты тоже высыпаешь сюда. Это ваше. А потом весь мусор за собой в ведро. Все. Уже все, занимайтесь, я вас не трогаю. А я буду, мне надо коржи сделать, а то я с ними провожусь. Итак, начали, каждый день готовимся к школе. У нас огромные пробелы какие-то. Что ты? Перемешать? Можешь взять ложку, перемешать. Примеры смотрю прям на крупные цифры. Допустим, 90 минус 30 и плюс 8. Ну, такие небольшие проблемы идут. Вчера переслушала много материала. Вечером нашла одну неплохую преподавателя, одного неплохого, который вот именно советует. Ну и все, и хватит, перемешали, пусть стоит. Все, а мы начинаем взбивать. Сначала взбиваю желтки. Желтки с сахаром. К нам присоединяется Максим. Максим готовится к ВПРу. Ну и так как я в основном всегда на кухне, поэтому Максим здесь будет сидеть решать ВПР. Пока мне это не надо. Все, я взбила желтки. Теперь я беру муку. В муку ложу, добавляю, Я взяла 7 желтков, полстакана сахара, стакан муки, чайная ложка желатина. Стакан муки, чайная ложка разрыхлителя. Мука в кастрюльке, я только ее всю просеяла. Поэтому она просеянная хорошо. Все. Да, на руки не доченька. Хорошо. Чайная ложка разрыхлителя, мука. Сейчас ножичек возьму. Я не буду катать. Чай? Да, 100 грамм масла мне надо. Вот у меня масло стоит из холодильника, уже отходит. Будем методом тыка делать 100 грамм. Масло добавляю. Хорошее масло надо брать. Максимка здесь решает. С нами вместе. Ему так веселее, да? Да, масло сейчас взбиваем. До конца не расстраивай. А уже с утра суп наварила. Суп сегодня сварила их любимый с сосисками. Они его уже поели. Кстати, Максим, надо посмотреть, сколько времени Кости к репетитору. Нет, не отведешь, я его отвезу. Время посмотри. Ему к часу сколько сейчас. Костя у нас сейчас ходит к репетитору на каникулах по чаще. 11:30, еще рано. К репетитору почаще, потому что я ее попросила, у нее есть возможность взять нас почаще на этой неделе, поэтому через день он ходит. Но он ходил еще вчера, в четверг. Понедельник, среда, четверг и пятница. То есть он походит, потому что я чувствую, что Косте нужна помощь. Мы физически немножечко, ну и она его хорошо ведет, то есть он ее уже знает 3 года, она его хорошо ведет. Мы там немножечко отстали опять, она его с нуля, считай, ведет, поэтому я ей полностью доверяю. Ой, а что ты?
выкладу весь бисквит. Он получается такой густой довольно-таки. Я так закрывал. Ага. Таблетки какой-то. Нет, Там что-то. там очень сыро. Так, получается задача? А я уже вторую. Ты уже даже вторую? Максим у нас молодец. Он, в принципе, учится сам. Сейчас вот мы прорешиваем ВПР полностью за 4 класс. Как бы, ну, есть то, над чем мы немножко думаем, там логику, где надо включать, да, сына? Мы с тобой над чем думали? Дерево это, да? Немножечко сложно нам было с тобой. Помнишь, родословное дерево задача была? Там расписать по родословному дереву. Вот мы немножечко почему-то с Максимом тут-то и чуть-чуть думали. Он написал, но мы чуть-чуть ошиблись. Там так все запутано. Мама и папа, бабушка, дедушка, и братья, и дяди, да? Поэтому мы немножечко были замешканы. Ну, а так он молодец, решает все. Так, первый бисквит готов. Я его убираю. Его так расправила. Он должен быть не толстое тесто должно быть, потому что в основном будет суфле. Все, первый пошел в разогретую духовку. Что-то здесь не до конца расправила. Опа. Во. Во. И я его еще буду пополам разрезать, этот бисквит, чтобы вообще тоненький был на низ и в середочку будет лежать. Ой! На 200 градусов на минут 17. Сейчас 11 минут будем смотреть, а в это время переложим сюда и сделаем второй сразу. И сразу уберем тоже в другую. Здесь маленькая чашечка, в той забьем. Все, сразу два. Ой, что же это Моника с печенькой? Дочина, уноси в умывальничек ставь. Ты одна из помогатых осталась. Да тут сильно мне, наверное, сегодня помощь-то такая вот и не нужна очень. А то больше мешаемся друг другу. Платин настаивается. Коржи остынут. И сразу будем делать суфле. На, доча, относи. Ты у меня будешь на мытье, да? Относи. Это нам надо помыть, потому что когда мы будем работать с суфле, нам нужна чистая посуда. Там мы будем работать с белками, а белки надо, чтобы воды не было, да. Максим, какие у тебя впечатления после веселых стартов? Хорошие. Хорошие. Веселые, что, семья съездила на отличные у Снежаны. Посмеялись. То есть вообще каникулы проводим так интересно. Дети ходят на разные мероприятия. Вот сегодня ждут мультпоказ. Пойдут завтра подростки Ульяна, Никита, Валера. Ульяна, Никита, Рома. Ульяна, Никита, Рома. Нет. Ульяна, Никита, Рома. Не помню, кто еще собирался. Уедут в кино. Я тоже хочу. Ну, взрослые дети когда-то же должны без вас быть, правильно? Да? Согласна? Ну, согласна. Уноси туда, ставь аккуратно. Не в умывальник, а рядышком, а то взрослые дети иногда должны, вот они запланировали себе, завтра пойдут в кино. А у нас завтра не. У вас каждый день что-то происходит, что-то. Завтра тоже веселый. Нет, завтра буду давать сладости. Это тоже в духовку на 200 градусов на 20 минут. Хорошо, давай будем проверять, какая задача. А ты бери сахар и большую ложку и по полстакана сахара мне насыпь. Вот это будет. Нет, сюда ставь сахар. Вот это. Ты уже столько сделал? 4 учеников. Все. А? Давай в магазин отправим. Зачем?
За тройничком. А. Здесь хочу под углом поставить. Потому что я же забыл, у меня же еще обратка. Прямая-то сверху. Представь, чтобы обратку поделить, сколько она висит. Надо через Так и пекем торт все вместе. Папа пришел грязный с нами, сидит за столом. Но я торт не пеку. Он торт не пекет, он занимается отоплением. Я вся мокрая хожу, окно открыто. Но отопление уже нужно, потому что начинается по утрам небольшой перепад, конденсат такой, поэтому надо. Но когда окно открыто, перепада нету. Ну да. Я стала несколько раз закрываю. Пап, ну-ка задачу прочитай, восьмую. Правильно он пришел? Один уже спекся. Я его немножко тут... Я сейчас его сразу, уже остывает, разрезаю, чтобы быстрее. Второй допекается. Он был немножечко позже поставлен. И все. И вуаля! Торты делать не так сложно на самом деле. Нужно желание, а делать их очень легко. Раз, это большой, я на этот уберу, а этот пусть лежит. Он в середочке будет, тоненький. Чем меньше теста, а больше суфле, тем вкуснее тортик будет. Я думаю, со мной все согласятся. Куда я? А, вот она. Все, он остывает, это я ставлю, потому что сейчас мы уже будем делать суфле. Оно пока, пусть эти коржи остывают, сейчас еще один достаю корж. Этот был покрупнее, побольше поднялся. Нам ничего. Чем меньше теста в птичке, тем лучше. Красивенький такой. Красивенький, да, доча. Красивый, снимается легко, прочный, пусть пока остывает. Все. Получается, этот торт очень удобно, когда есть два миксера, чтобы не перекладывать. Вот я сейчас чашу блендера своего стационарного и беру просто, чтобы ручным миксером делать. Получается, в чаше блендера у меня сейчас будет взбиваться 7 яиц, которые стоят в холодильнике. Буду делать отдельно суфле, потому что второй пирог только у меня еще спекся, еще горячий. А вообще, наверное, нет. Наверное, буду делать сразу. Беру тогда сюда 14 белков. 14 белков от яиц. И ставлю их, включаю их взбивать. Пока они будут взбиваться, я буду, вообще надо, сейчас, доча, 170 грамм масла. Ну, я сразу взбивать буду, значит. Банка 380 грамм получается, да? Да, мне надо 250. 250 оттуда, 250 отсюда. Мы будем делать на глаз. Значит, ставим взбивать. Здесь будет взбиваться яйцо. Добавлю лимонную кислоту и добавлю сахара. Добавлю стакан, потому что у меня двойная порция. А здесь буду масло взбивать. И к маслу, давай чуть-чуть подальше ставим, а то мы сюда перебрались. Вот сюда, чуть-чуть подвигайся. К маслу мы добавим сгущенку. Сгущенное молоко. Все, начинаем сразу оформлять два торта. Лимонная кислота. Начинаем заполнять. Да. На столе бардак. Сейчас заполним в тех же формах, в которых выпекала. Опа. Половина выливаем. Вот, сюда половину выливаем.
Да, доча. Это как бы- Теперь положим второй коржик. Сюда тоже положим второй коржик. Ой. коржик. Ага. И зальем. Заливаем. Угу. Это вкусненький. Ложку мне принеси, вон силикон. Сейчас я возьму, дочь. Каждый пытается сделать свое, я пытаюсь состряпать, а папа пытается сделать отопление. Вот такие тортики у нас получились. Теперь я беру сливки и сахара. Вообще сахара 30 грамм. Анюта тут формы облизывает. Папа отключил нам воду, занимается отоплением, поэтому все к одному. 30 грамм, а у меня побольше, то есть 2. Все. Сейчас растоплю в сливках сахар. Какие, доча, запасы? Ну сюда же все люди делают. А какие? Ну соки, ну Какие? там соки нет. Суп? Нет, ну какие запасы? Вы заметили, мама делает очень много банок. Это и есть запасы на зиму. Еще виноградный сок это тоже. А вот еще банки с арбузами. С арбузами вон стоят. Мама томаты разные делала, да? Ага. Шоколад растает полностью. Костя с 9 утра контролировал этого репетитора, чтобы не прогуляли. С 9 утра контролировал. А здесь подходит ко мне в 12:59 и говорит: мама, еще не пора, а нам к часу. Ой, как не пора, Костя, да ты что? А каждые полчаса подходил, говорил, сколько время, предупреждал меня. И вот побежали, сбегали. Вот это вот суфле на торте птичье молочко, оно быстро, ой, в течение часа 10 раз застынет. Желатин хорошо работает. Хотя горький шоколад я наоборот люблю. Все, вот оно становится такая густая, доча, да. Она заодно остывает и становится такая вот масса хорошая. Сейчас будем тортик. Силиконовую посуду полно. Папа нам перекрыл все, но сейчас откроет. Быстро все уберем. Быстро-быстро. Все. Я хочу. На вот это в мойку положи. Оближи шоколадка. Сливки да шоколадка. Вот делаем, пока она такая блестящая не становится. Такая очень тяжелая задача. Да. Теперь Костю забрать бы не забыть. Так, время 14 часов ровно. Костя уже ровно час. У репетитора. А репетитор математика. Да. Репетитор математика. Костя грызет науку. Все, остывает уже. Сейчас остынет, чтобы масло. И теперь маслица. Она мягкая. Ой. Все. Растираем с маслицем, только с орехом. А мне кажется, вот если честно, вот смотри на меня, вот если честно, мне кажется, ты любой ешь. Да. А не только с орехами тебе нравится. Все. Красиво. А то вот эту всю массу я на один торт сделаю, и так слой такой толстый получается. А сейчас в рецепте, оказывается, 150 надо, а я думала 180 и целую пачку.
А мне тут на 2 хватит вообще. Вау! Любите торт птичку? Да. Любите, все любят торт птичку. Вот папа мне тут, конечно, с водой немножко, я еще хотела один. Сегодня же гости, хотела. Облизывайте. Анюта уже тут заоблизывалась. Ну вот такие у нас 2 торта получились. Вкусные. Сюда можете не смотреть, здесь идет облизывание. Посудомойка. Очень много. Работает посудомойка. Вовсю работает посудомойка. Что скажем, до свидания? Пока-пока. Пока. Василиса тоже говорит до свидания. Василиса пришла кофе сварить. До скорой встречи. Пока-пока.